Еще никогда технари не обладали такой социальной и экономической властью, как сейчас. На протяжении всей истории человечества экономическая, социальная и культурная власть была сконцентрирована в руках у гуманитариев. Гуманитарии – это те, кто смотрит на мир в общем, а технари – это те, кто отлично разбирается в частностях. Гуманитарии – это, как правило, экстраверты, а технари – это, как правило, интроверты. Для того, чтобы что-то придумать и в чем-то разбираться, нужна тишина и отсутствие общества. Для гуманитария экстраверта это наоборот, подобно смерти. Гуманитарию надо общаться с людьми. Поэтому все наши гуманитарные науки так или иначе связаны с большим количеством людей. Это история, социология, политология. А все технические науки любят тишину. Технарю надо закрыться в лаборатории подальше от всех людей и спокойно познавать мир, чтобы никто ему не мешал. Именно гуманитарии собирали людей в большие группы и направляли их на войну, в то время как технари производили оружие для этих походов. Как правило, гуманитарии обладали всеми богатствами и всей властью, а технарям приходилось встраиваться в системы, которые придумали гуманитарии. Но все изменилось с появлением интернета. У технарей появилась возможность связываться друг с другом без помощи гуманитариев. Гуманитарии совсем не понимали ни в программировании, ни в протоколах связи, а технари спокойно связывались друг с другом по интернету и создавали свои горизонтальные распределенные структуры без гуманитариев. Появление структур, в которых доминировали технари, а не гуманитарии, привели к тому, что технари начали создавать свои ценности, цифровые ценности. Технарям совсем не нравились ценности гуманитариев. Технарям не нравится, что какое-то там государство или банки навязывают им какую-то непонятную экономическую систему, которая нелогична, непоследовательна и в которой правят такие иррациональные чувства, как страх и жадность. Социальная структура первична перед экономической. После того, как социальная структура создана, встает вопрос о том, как же мы будем распределять ценности внутри этой социальной структуры. И для социальной структуры технарей понадобилась новая экономика, которая бы отвечала потребностям технарей, то есть была бы логична, рациональна, последовательна. И появление блокчейна просто идеально легло на горизонтальные структуры технарей. Гуманитарии достаточно долго не могли понять ценность блокчейна. Им непонятно, как белая бумага биткоин, состоящая из 9 страниц, которая представляет из себя набор формул и текста, может изменить мир гораздо более эффективнее, чем томик «Капитала» Маркса на 600 страницах. За первые 5 лет цена биткоина поднялась до $1000, но упертые гуманитарии продолжали твердить: это все пузырь, это все пирамида. За вторую пятилетку цена биткоина выросла до $10 000, но самые упертые гуманитарии продолжали повторять как мантра: цена биткоина ничем не обеспечена, биткоин ничем не обеспечен. Goldman Sachs Group, один из крупнейших инвестиционных банков во всем мире, на протяжении 10 лет игнорировали биткоин и говорили, что биткоин это пустышка и фигня, и они отказываются в него инвестировать. И вот тут 25 марта 2021 года они начали инвестировать в биткоин и включили его в свой отчет о доходности. Вот каково это 10 лет утверждать, что биткоин это фигня, а теперь изо дня в день любоваться биткоином на первой строчке своего отчета о доходности. Культурные ценности технарей достаточно сильно отличаются от гуманитарных культурных ценностей. Но отнюдь не социальная составляющая привлекает гуманитариев в блокчейне. Наоборот, гуманитариям чужда эта социальная структура. Там нету главных, там нету никакого официального источника, там непонятно у кого надо спрашивать разрешение. Все творится само, и это какая-то permissionless systems. Единственное, чего гуманитарии жаждут от социальной структуры технарей, это ввести туда регулирование. И не культурная составляющая привлекает гуманитариев в блокчейн. Культура технарей гуманитариям откровенно не ясна. Они до сих пор не понимают, как какие-то пиксельные картинки, облеченные в NFT, могут стоить таких денег. Гуманитарии хлынули в блокчейн именно из экономической составляющей. Они прекрасно понимают, что в общем на блокчейне можно заработать, но как это работает в частности, совершенно не понимают. Изначально у всех технарских проектов было две основные ценности. Это сообщество и разработчики. Разработчики создавали код и создавали сам проект, а сообщество вокруг проекта занималось его популяризацией. Но массовый наплыв гуманитариев в блокчейн принес с собой третью ценность – это маркетинг.
И в некотором роде маркетинг стал конкурировать с сообществом. Если раньше популяризацией проекта занималось в основном сообщество, то теперь популяризацией проектов начали заниматься профессиональные маркетологи. И некоторые проекты стали подниматься без сообщества. Эти проекты просто имели разработчиков и хороший маркетинг. Но так как гуманитарии не до конца понимают техническую составляющую блокчейна, то они не учли, что проект, который не имеет сообщества, очень быстро взлетает и очень быстро падает. Даже когда рынок не располагает к росту монет, даже когда у проекта нету средств на свое развитие, именно сообщество продолжает хранить ценности и продолжает популяризировать проект, чего обыкновенный маркетинг, конечно, не может. И не зря говорят, что каждый доллар, привлеченный проектом со стороны сообщества, равен $3, привлеченным со стороны инвесторов. Но маркетинг – это не единственное, что принесли с собой гуманитарии в блокчейн. Наверное, впервые в истории мы переживаем такой бум появления техногуманитариев. Если раньше мы считали, что программирование – это удел исключительно технарей, то теперь мы все больше и больше понимаем, что программирование – это язык, и лингвистика является исконно гуманитарной наукой. В программировании точно так же есть грамматика, точно так же есть синтаксис. С англичанином я говорю на английском языке, с немцем я говорю на немецком языке, с турком я говорю на турецком языке. А на каком языке я разговариваю с компьютером? А с компьютером я говорю на C++, или на Java, или на Python, или на Go. Есть очень много языков, на которых я могу говорить с компьютером. Если раньше интроверты-гуманитарии с трудом находили себя в обществе, потому что их вытесняли гуманитарии-экстраверты, то в горизонтальных социальных структурах технарей интроверты-гуманитарии начали прекрасно себя чувствовать, потому что они находились точно такими же интровертами, только технарями. И вот мы своими глазами можем наблюдать как зарождение, так и эволюцию новой культурной формации, в которой решению гуманитарных проблем отводится все меньше и меньше места. Не потому, что гуманитарные проблемы игнорируются, а потому, что эти гуманитарные проблемы отсутствуют. Если раньше мы встречались с таким большим количеством гуманитарных проблем, потому что люди встречались в реальности, и становилось важно, кто какого пола, кто какого цвета, кто на каком языке разговаривает, то теперь в новой цифровой парадигме люди перестали встречаться в реальности. И, соответственно, проблемы, которые возникали при встрече людей в реальности, отпали. Когда вы общаетесь с безликим пользователем в Telegram, у которого даже картинки на аватарке нету, вам становится все равно, какими характеристиками обладает ваш оппонент. Вам становится важным, что вы можете вынести из этого диалога. И таким образом net-neutrality из чисто технического понятия устройства сети становится гуманитарным понятием, которое уничтожает все виды дискриминации по любым признакам. Легко вытащить человека из индустриальной парадигмы в цифровую парадигму, но очень сложно вытащить индустриальную парадигму из человека. И несмотря на то, что большинство уже оказались в цифровом пространстве, многие продолжают мыслить точно так же, как люди мыслили 30, 40, 50 лет назад. Когда мы встречаемся с проявлением расовых, национальных либо гендерных предрассудков со стороны участников цифрового сообщества, для нас это выглядит точно так же, как человек молится перед ужином. Мы смотрим на него и говорим: чувак, ты чё, 21 век, Илон Маск запускает ракету на Марс, какой молиться перед ужином? Поэтому можете перестать переживать за то, как вы выглядите в глазах других людей. В глазах других людей вы выглядите безликим пользователем интернета. Начните переживать за то, как вы найдете себя в новой цифровой парадигме. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал 4Clock, а я пошел обживать свое новое цифровое местечко.